Сегодня у меня для вас обзор нового небоскреба, который появится почти на первой линии моря в самом сердце района Новый Бульвар в Батуми. И за этим проектом стоит один из гигантов строительной индустрии этого города, компания Гумбати. Информации почти нет, это даже еще не этап пресейла, тем не менее за проектом слежу давно и недавно получил презентацию официальную от застройщика, и я просто не могу ею с вами не поделиться. Ну, а вы, пока я начинаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы продолжаем. Традиционно вообще хотелось бы отметить, что я все делаю обзоры с локацией застройщиков, чтобы показать не только сухие факты, но и саму ауру, да, объекта. И сегодняшний день он не стал исключением. Я записываю это именно здесь рядом, но особо показывать нечего, потому что весь участок, вот, который у меня сейчас по левую руку находится, его просто пока сейчас огораживают забором, поэтому я вооружился презентацией и вот записываю в таком формате. Вообще компания Гумбати на рынке, она давно, мы о ней еще детально поговорим. Как я узнал об этом проекте, мне написал клиент, который купил квартиру в Archi Ramada Encore by Wyndham и спросил, неужели, да, мой вид на море перекроет другая компания. Я стал выяснять, это еще было 3-4 месяца назад, и действительно узнал, что компания Гумбати будет в этой локации что-то строить. Что-то это было тогда еще непонятно, и сейчас очень мало информации, но теперь зато сегодня уже мы знаем, что проект будет называться точно Strada by Гумбати. Вот, и давайте начнем вот с локации, да, где она расположена, что где находится, располагается. Но вот это вот парк Лихай Марии Качинских, и от моря тут мы точно видим, что это примерно 150 метров. Хотел бы показать вам, например, на Google Map вот этот треугольник. Я вот сейчас обведу курсором мыши. Собственно, вот этот участок сейчас огораживает. Вот он, сам дом престарелых, который будет сносить. То есть проект Strada, он будет, собственно, из нескольких блоков. Вот эти дома, старый фонд, тоже их снесут. Ну и, как видите, вот оно море, здесь совсем недалеко. И парк Лихай Марии Качинских примерно в полукилометре от проекта. То есть локация очень интересная. И вот он как раз рядом находится Next White, вот его уже ничто не закроет. А вот действительно Archi Ramada, даже вот ссылка подсвечивается, какая-то часть, особенно по правую сторону, действительно может быть закрыта вот этим проектом Strada. На Яндекс.Карт посмотрим. Вот, собственно, этот треугольник, этот участок. Я примерно, да, вот в этой локации сейчас нахожусь. Вот он, дом престарелых. Их планируют снести. Ну и, как видите, да, тут до моря, здесь вот вообще можем еще такой вот формат сделать для удобства. До моря тут совсем близко, да, если мы возьмем даже линейку, вот, допустим, я вот в этой локации нахожусь, вот до пляжа, до набережной, не до самого моря, 144 метра, вот, что не очень много. Это все-таки ближе к центру, ближе к улице Шартава, аллее Героев, то есть вот он Орби, то есть это ближе сюда. То есть локация интересная. Немного еще карту покручу. То есть вот мы видим как раз Инасаридзе здесь проходит. Ну и шериф Ахим Шашвили улица. Вот он Seven Heaven. Ну, уже не Seven Heaven. Кто в курсе, тот поймет. И дальше Орпи Бич, Тауэр, Батуми. Собственно, все рядом. И Метро Сити. Вот он, первый слайд. 31-этажный жилой комплекс, да, residential комплекс. То есть хочется подчеркнуть, да, сразу, что это будет не апартаменты. Во всяком случае, так написано в презентации. Сочетание жилого комплекса и инвестиционных квартир, престижная локация ближе к морю и Новому бульвару, и коммерческие офисные помещения на первом и втором этаже. То, что заявлено здесь, да, в первой презентации. Дальше все может, конечно, поменяться. И первый рендер мы видим. На первое, конечно, бросается это такой высокий силуэт самого здания. Больше показано, здесь лучше это будет видно на другом рендере, да, то есть такая высокая свеча, которая стремится к небу. Ну и, наверное, самая главная фишка этого дизайна — это вот такие плавные закругленные арки, да, которые обрамляют балконы. Собственно, это так немного направляет классической архитектуре, но в современном стиле. Собственно, выглядит довольно-таки свежо, учитывая, что еще много зелени и стекла. Вот на этом рендере тоже видно, что много стекла, то есть это будут, значит, панорамные виды с какой-то стороны, с боковой уж точно. Ну и много зелени. Сейчас это вообще большой тренд в мировой архитектуре. Это добавляет, конечно, определенные изюминки. Я надеюсь, что это сохранится из готовых объектов. Мне приходит по памяти, это Grand Gloria отель. Кстати, он недалеко находится тоже от Strada. Планировки, план этажа вообще типичные, то есть в основном, да, с видом на море
лепят студии, да, потому что их легче продавать. Но, я так понимаю, какие-то можно будет взять под объединение. Но, тем не менее, ничего необычного здесь нет. И с видом на горы тоже есть квартиры, причем практически их нет, да, то есть вот только вот с этой стороны. Но, наверное, план этажа еще поменяется. Вид на море останется, ну, вид на море, он всегда везде одинаковый. А вид на горы я тоже вам покажу. У меня есть интересный кадр тоже с NBG Tower еще. Это вот в эту сторону это будет смотреть квартиры. Я думаю, как раз с пентхауса, вот с этого, виды на горы точно будут хорошо открываться. Дальше в презентации вот тут написано, что в основном это будет студии однобедрумные и, ну, и квартиры формата 2+1, то есть это тоже такая типичная история. И идем вот уже об истории застройщика. Как я сказал, компания работает достаточно давно, то есть вот она, мы почти с ней ровесники, она 98 года, уже более 27 лет на рынке. Я даже вот подготовил ссылку на их сайт, можем посмотреть. То есть вот Портлайн в старом городе, то есть в Гоне вот у них есть проект, даже проекты, я бы сказал. Потом мы еще один с вами рассмотрим. В Тбилиси они строят. Самый, наверное, известный — это на Аллее Героев у них проект. У меня много знакомых в этом доме живет и проживала раньше. В Бакуриане вот у них тоже есть объекты. Это то, что вот завершенные, да, показывают на сайте. И то, что в действующий момент вот у них реализуется вот проект Монтемар. Гумбати хоть на рынке работает давно, особо о нем не так сильно говорят, потому что за все это время он строил в основном такие вот эконом-класс форматы, но, как и все другие застройщики, он набирает уже тренд и начинает делать что-то такое с интересными современной инфраструктурой, с дизайном, и, собственно, вот Монтемар особо выделяется как раз, то есть он как раз и является неким таким пионером. Вот тут тоже много зелени, соответственно, это проект тут в Гоне, на первой линии. Это будет жилой комплекс, тут есть как и комплекс, ну, блок, имею в виду, под апартаменты, так и для именно для отеля. Вот. Отдельно, конечно, тоже планирую снять обзор на Монтемар. В нем интересно, что 48 месяцев беспроцентной рассрочки, 20% первый взнос. И, ну, вообще проект заслуживает внимания, поэтому подписывайтесь, чтобы его не пропустить. А мы возвращаемся к нашей презентации, к Страда. Вот уже первый слайд такой, который прям конкретно фокусирует наше внимание, наверное, на пентхаусах, которые здесь располагают. И мы видим уже вот прям окрестности нового бульвара. Это, соответственно, вот аквапарк. И следующий слайд, следующий рендер, тут уже с фокусом идет прямо на море, да, то есть видно, это уже закат, я так понимаю. Лучи блестят на водной глади. Вот, собственно, блестят на самом здании. Здесь вот тоже очень много зелени показывается. Вот они, собственно, пентхаусы и округленные арочки насчет балкона. И в целом вот на этом презентация заканчивается. Но это еще не все. Я думаю, самое интересное еще впереди. Когда проект выйдет на пресейл, я обязательно сделаю о нем разбор. И для меня что важно? Наверное, было бы классно, если в этом проекте тоже было бы большая беспроцентная рассрочка, желательно на месяцев 60, чтобы могло больше количество людей себе позволить данный комплекс. И вообще для многих людей сейчас беспроцентная рассрочка является главным критерием при выборе объектов недвижимости в Грузии. Кстати, я сделал подробный обзор уже на топ-5 проектов. Самая длинная рассрочка тоже выйдет в ближайшее время. Надеюсь, обзор был полезен. Всем пока, увидимся в Батуми.